Здравствуйте, вы на канале Голос Анха. С вами Хабиб, и сегодня я расскажу о том, как защититься от зависти и негатива соседей. Защита своего дома и внутреннего состояния – это важный аспект, который не следует недооценивать, особенно в условиях современного общества, где взаимодействие с окружающими может оказывать значительное влияние на ваше эмоциональное и психологическое состояние. Независимо от того, воспринимаете ли вы негативное воздействие как психологическое давление или как тонкое энергетическое влияние, создание спокойной и безопасной атмосферы вокруг себя является необходимостью. Соседские отношения, как правило, не всегда складываются так, как нам хотелось бы. Даже если на первый взгляд все выглядит вполне нормально и мирно, иногда можно заметить, что после общения с определенными людьми у вас портится настроение. Дома становится неуютно, а радость, которую вы испытываете, вызывает у окружающих какое-то странное раздражение. В таких ситуациях многие начинают говорить о зависти, тяжелой энергетике и негативе, который может проникать в наше личное пространство, нарушая гармонию и спокойствие. Я предлагаю ознакомиться с проверенными методами защиты, которые могут помочь вам создать вокруг себя более комфортную атмосферу и защитить себя от негативного влияния окружающих. Одним из главных вопросов, который возникает в этом контексте, является то, почему зависть со стороны соседей и знакомых может ощущаться особенно остро и болезненно. Наш дом – это то место, где мы хотим чувствовать себя в безопасности и защищенности. Однако соседское окружение часто становится фоном, от которого невозможно полностью дистанцироваться. Люди, которые живут рядом с вами, видят ваш образ жизни, замечает изменения, обсуждает ваши покупки, успехи, гостей, ремонты, внешний вид и даже ваше настроение. Зависть, как правило, возникает там, где происходит сравнение. Если кто-то воспринимает ваше благополучие как личное раздражение, это может проявляться различными способами: в колких замечаниях, навязчивом интересе к вашей жизни, недоброжелательных взглядах, сплетнях, постоянной критике и даже в странном чувстве усталости после общения с такими людьми. Даже если кто-то не проявляет свою зависть открыто, его негативный настрой может ощущаться очень сильно. И это создает необходимость в защите не только на уровне примет и ритуалов, но и на уровне личных границ. Существует несколько способов, которые могут помочь вам защитить себя от негативного воздействия окружающих. Первый и, пожалуй, самый простой щит – это ограничение количества информации, которой вы делитесь с окружающими. Один из самых действенных методов защиты – это не рассказывать лишнего о своей жизни. Не все хорошие новости должны становиться достоянием окружающих. Чем меньше посторонние люди знают о ваших планах, доходах, покупках, отношениях и достижениях, тем меньше у них будет поводов для зависти. Полезно придерживаться простых правил, не делиться сокровенными планами заранее, не хвастаться своими успехами, не обсуждать семейные дела, не раскрывать финансовые подробности, отвечать спокойно, но кратко на вопросы о личной жизни. Это поможет вам сохранить личное пространство и защитить себя от негативного влияния. Еще одним важным аспектом защиты является создание положительной энергетической атмосферы в вашем доме. Это можно сделать с помощью различных ритуалов и практик, направленных на очищение пространства и привлечение положительной энергии. Например, регулярная уборка и проветривание помещений, использование ароматерапии с маслами, обладающими успокаивающим и гармонизирующим эффектом, могут значительно улучшить атмосферу в вашем доме. Также стоит обратить внимание на использование защитных символов и амулетов. Это могут быть как традиционные обереги, так и современные украшения с защитной символикой. Главное – это вера в их силу и способность защищать вас от плохого влияния. Не забывайте о важности работы над своим внутренним состоянием. Регулярные практики медитации, прослушивание космоэнергетической музыки или просто прогулки на свежем воздухе помогут вам укрепить свои внутренние границы и повысить устойчивость к негативному воздействию окружающих. Умение сохранять спокойствие и уверенность в себе – это мощный инструмент в борьбе с завистью и негативом.
А на сегодня это все и помните. Таким образом, защита своего дома и внутреннего состояния – это комплексный процесс, который требует внимания и усилий. Старайтесь быть внимательными к своему окружению. Ограничивайте количество деликатной информации, которой вы делитесь. Создавайте положительную атмосферу в своем доме и работайте над своим внутренним состоянием. Эти простые, но эффективные методы помогут вам создать безопасное пространство, в котором вы сможете чувствовать себя комфортно и защищенно, несмотря на возможное негативное влияние извне.